Всем привет, дорогие друзья, с вами Евгений Чайвай-Чайка, и сегодня я сделаю разбор февральских игр на TuSwincer на ESL Pro League. В прошедшем месяце планировалось сыграть 3 Best of 2, но последняя встреча была отменена из-за проблем с вылетом после DreamHack в Лас-Вегасе. Итак, начнем мы с матча против Astralis на карте The Overpass. В первом пистолетном Na'Vi полностью отдают Б-плент, сделав упор на приеме банана, и после удачных разменов следовало бы сразу сместиться и укрепить дыру на Б. Но этого не последовало. Astralis спокойно заплентили и заняли удобные позиции для зонинга игроков на балконе и в коннекторе, не позволяя им подойти к пленту. Первый закупочный был взят за счет крайне агрессивной игры словака. Он занял воду, когда коннектор был полностью отдан атаке, и его в любой момент могли забрать в спину. После чего он оборачивает смоки атаки в свою пользу, выбирая максимально профитную для себя позицию. Ситуация 3 в 3, Astralis начинает заходить на плент, смок лежит довольно удобный для того, чтобы вставить бомбу. Guardian делает минус по дюпри, ситуация 2 в 2, Guardian! Ой-ой-ой, я не узнаю словака. Минус 3 Xipix, ситуация 1 на 2, это, конечно же, клатчер команды Astralis, и выпад на Guardian, тот минусует и его. Это Monster Kill. Этот раунд мог бы вернуть баланс на табло, но в следующем Astralis давит рожденных побеждать на все том же Б, где последние отдаются по одному. За ним последовала серия от датчан, которая прервалась на 8-м раунде, когда Astralis решили разнообразить игру и пошли в сторону аплента на банан и лонг, которые Na'Vi укрепляли в начале раунда на протяжении всего матча. Полученные фраги укрепили позиции защиты и задали темп на серию раундов, теперь уже для рожденных побеждать. В 12-м раунде стиль дефенса плавно возвращается в точечную командную агрессию. Guardian и Edward занимают коннектор, а Simple прикрывает их с туалетов. После опенфрага они втроем смещаются на лонг, где делают второй килл. А проигрывая и численно, и позиционно, занять плент на оверпассе практически невозможно. В начале второй половины на TuSwincer опять затягивали раунды, и в итоге выходили на уже укрепленные точки, постепенно теряя полученное в первой половине преимущество. Вернуться в игру помог клатч Сизда. После того, как желто-черные без раскида ворвались на Б, и Сист забрал последнего игрока защиты этой точки, он взял длинный путь на А через всю карту. В то время как датчане до последнего думали, что он халдит на Б. Девайс делает грубейший промах, и Сист этим пользуется. А когда происходят такие моменты, и ты понимаешь, как подставил команду, уже сложно вернуться в игру, что и сказалось на быстром окончании карты. Simple остается здесь, Xipix отлетает, Дефри то же самое, Simple просто в одиночку близок к тому, чтобы взять этот раунд, и Керби тоже вслед за тиммейтами, это уже минус 4 монстра, и давай же эйс, ну, нет, все-таки это был Флейми. За оверпассом следовал реванш на мапе The Nuke. Честно вам скажу, обозревать нюк — это редкостная боль. Первую причину вы сейчас видите на экране, а вторая — это маленькая вариативность рабочих тактик, что приводит нас к стилю, где важнейшую роль играет стрельба на дальней дистанции. Тут залетело, тут не залетело, тут вообще проперло. Ну а если серьезно, то ключевым фактором разгромного счета от Astralis были выигранные раунды после каждого взятого от Na'Vi. Это вгоняло последних в экономическую яму и воровало столь важные раунды. Так, после удачного прохода улицы, от рожденных побеждать, Astralis разносят противника по одному в следующем раунде, затем 2 слива и по новой. После изменений карты, улица действительно стала более вариативной для атаки, но не настолько же, чтобы ее давить буквально в каждом закупочном раунде. 9, 11, 12. Кульминацией стал 14, когда после классической ранней потери одного игрока на проходе улицы, рожденных побеждать попросту блокируют в метро одним смоком. А нюк — это такая карта, где атака, заняв контрольную точку, практически заводит себя в all-in ситуацию. И если у защиты получается оборвать заданный темп, то террористы могут закомбачить только если противник сам себя переиграет. Если на TuSwincer играли сугубо на разменах на своем пистолетном раунде в первой половине, то Astralis устроили качественный сплит А, и он оказался большим сюрпризом, так как защита была далеко не в самых выгодных позициях. Na'Vi на протяжении всего матча делали упор на улице. В свою очередь датчане на первом закупе сделали классический выход на рампу и по сути закрыли этим все вопросы. Второй матч против Virtus.pro начинался с карты The Train. В первом пистолетном после смока в Зигу 4 поляка ворвались на нижний и под размен задавили Симпла. Далее у каждого была своя роль. Снакс давил в лоб, Нео прикрывал сверху, Таз заходил с фронта, а Бьяли отстреливался вдали и был изначально обречен на смерть, выступая скорее отвлекающим маневром. В
В 6-м раунде Virtus.pro в который раз доказывают, что зелень это самая важная позиция для захода на апленд, так как вы можете давить ее с 3 сторон, зажимая защиту внутри точки. Но подобное распределение сил подразумевает дуэли на каждом из векторов атаки. И хоть террористы получают минимальное позиционное преимущество, прорвав зелень, тактическая составляющая уходит на второй план. Проблема же олдскульного стиля с раскидом дефолта и выходом с мейна в том, что новая версия карты имеет более открытый апленд, и защите легче зонить и отстреливать противника под прикрытием плента. В пистолетном от Na'Vi порадовала слаженность командных действий. Сначала они вытеснили Снакса, который запушил верхний, далее они не рвались в плент, а спокойно распределили контроль по всей мапе, и уже ближе к лейту они под 2 смока зачистили Б и забрали раунд. А при счете 11-6 начался DDoS, и уже на ином сервере Na'Vi довели игру до победного конца, так что быстро двигаемся на Кобл. И в первом пистолетном Guardian попался на раннюю агрессию от Снакса и на пустом месте отдал бомбу. В отличие от Трейна, на этот раз подобная авантюра выиграла полякам раунд. В первом закупе Na'Vi врывается в дроп под одну флешку. Быстро забрав игрока на Электре, они не ожидали второго в той же зоне. 2 килла от последнего подарили время для Паши, и у Na'Vi не получилось взять его на перекрестный огонь. Он дает 2 размеренных фрага и Сист уже в клатч ситуации. Общая картина складывалась так, что если Virtus.pro отыгрывали пассивный дефолт, то они забирали раунд за раундом. И когда они решили поджимать подобно пистолетному раунду, их сразу же наказали. Во втором пистолетном подсад Гардиана на верхний был легко прочитан поляками, так как подобные действия часто практикуются в исполнении рожденных побеждать. Но к фатальному эффекту это не привело. Раунд был выигран за счет одного фактора. Флейми и Гардиан продолжали жить в заведомо проигрышных позициях, что позволило остановить быстрый сплит и зайти с фронта. Серию от Na'Vi ВП прервали благодаря размеренным действиям после опенфрага. Они делают раскид с рукава, таким образом концентрируя внимание защиты на точке А. Сами же они понесли бомбу в сторону Б и по очереди разобрались с дефенсом. В последнем раунде Na'Vi стакают рукав, и после быстрого опенфрага от Бьяли в дроп-зоне ВП не дают противнику перестроиться и пушат. Флейми не ожидал поляков так близко и пал сразу же после откида смока. А Эдварда забирают в спину, так как он или не получил инфу, или поздно на нее среагировал. По существу, в феврале рожденные побеждать сыграли с самыми сложными противниками среди всех участников 5-го сезона ESL Pro League. И при таком раскладе обычный размен карт не самый плохой вариант. Главное, чтобы игроки не расслабились против не столь принципиальных команд. А на этом у меня все. Спасибо за ваше внимание. Учитесь у лучших и выигрывайте. Увидимся через какое-то там количество времени.